Порой звезды в ночном небе сияют почти вплотную друг к другу. Кажется, они вот-вот сольются воедино. Но мы, космические путешественники, знаем, что светила разделяют миллионы и миллиарды километров. Несмотря на это, близкие звезды регулярно поддерживают связи, как положено добрым соседям. Математики из американского университета Ешива считают, что Солнце не исключение. Наша звезда тот еще коллекционер и любитель азартных игр. Солнце не только собирает планеты-изгои, как некоторые люди часы, марки или монеты, но и тасует их подобно колоде карт. А затем ведет странную игру со своей соседкой Альфа Центавра. Хотите посмотреть этот невероятный баттл и другие звездные чудеса в окрестностях Солнечной системы? Тогда собирайтесь в космическое путешествие к соседним звездам и субзвездам. Последние маленькие коричневые карлики тоже способны на многое. Они, впрочем, не будем забегать наперед и подробнее разберемся со всем нашим звездным окружением в порядке его удаленности от Земли. И первый вопрос, который перед нами встанет: как определяют в космосе расстояние до звезд? Давно известно, что их формирование происходит в газопылевых туманностях. Там плотные участки сжимаются силой гравитации, нагреваясь за счет высвобождаемой при этом потенциальной энергии. В результате образуется протозвезда. Когда температура становится достаточно большой, в ядре протозвезды начинаются термоядерные реакции, и она становится настоящей звездой. Астрономы изучают их с помощью прямых наблюдений, теоретических моделей, а сейчас и компьютерного моделирования. Несмотря на современные методы исследования и продвинутое оборудование, выяснить расстояние до звезд ученым непросто. У них нет рулетки космического размера, чтобы сделать необходимые замеры. Однако астрономы уже давно нашли выход. Чтобы узнать, как далеко от нас находится та или иная звезда, они используют метод параллакса. В принципе, в этом явлении нет ничего сложного. Нужно просто вести наблюдение за позиционным смещением объекта на удаленном фоне с разных точек обзора. Лучше все понять вам поможет простой эксперимент. Возьмите, например, фломастер и наведите на какую-нибудь картину, висящую на стене. А затем поочередно закройте каждый глаз. Эффект будет следующим. Правым глазом вы увидите фломастер на одном месте по отношению к картине, а левым глазом на другом. То есть, когда поочередно открываешь и закрываешь глаза, то кажется, что объект наблюдения на заднем фоне смещается. Вот такое движение объектов и называется параллаксом. Еще Галилео Галилей в 1611 году предложил дифференциальный метод поиска параллаксов. Если все звезды удалены на разные расстояния от Земли, то более близкие будут смещаться сильнее, чем далекие, но расположенные на небе по соседству. Впервые звездный параллакс в 1838 году измерил Фридрих Вильгельм Бессель, немецкий математик и астроном. Он выбрал звезду 61 Лебедя и использовал для необходимых расчетов гелиометр. Так называется прибор для измерения небольших углов на небесной сфере, созданный в XVIII веке. Теперь с помощью современных приборов параллаксы определяют намного точнее. В астрономических программах измерения проводятся по разным положениям Земли на ее орбите, как правило, в каждое из времен года. Так рассчитывается угол наклона относительно наблюдаемого объекта и его фона. Вычисляя эти углы параллакса, астрономы до недавнего времени могли точно оценить расстояние до звезд в радиусе 100 световых лет. Зонд Гайа Европейского космического агентства расширил эти горизонты. Аппарат помог ученым с точностью до микросекунд измерить параллакс многих объектов, находящихся в нескольких десятках тысяч световых лет от нас. Однако определить расстояние до более далеких звезд по-прежнему очень сложно. А для магнитаров вообще было исключено. Лишь совсем недавно ученые смогли сделать в этой области прорыв. С помощью параллакса они определили расстояние до далекого магнитара XTE J1810-189.
которая оценивается в 8150 световых лет. Теперь это позволит вернее оценить силу постоянных вспышек и быстрых радиовсплесков неспокойного магнитара. Так что определение расстояния до каждого светила очень важно для дальнейшего расчета различных характеристик звезд. Измерять астрономам придется очень много. Всего наблюдаемая Вселенная по современным оценкам содержит примерно 10 триллионов звезд. Столь необъятное число нам очень трудно даже представить, а не то что определить расстояние до каждой из них. Например, для сравнения, это в 3 раза больше, чем деревьев на Земле. И астрономам уже удалось заглянуть на окраины этого необъятного космического леса. Телескоп Хаббл нашел самую далекую на сегодняшний день звезду под названием Эарендиль на расстоянии 12,9 миллиарда световых лет. Напомним космическим путешественникам, что световой год – расстояние, которое световой луч проходит за 1 земной год в вакууме, не испытывая никаких воздействий магнитных полей. Он равен 9,46 триллионам километров. Но большинству из нас интересны ближние звезды. Посмотрим, что творится в нашем большом звездном доме – галактике Млечный Путь. В ней количество светил оценивается примерно в 200-400 миллиардов. Они разного размера, температуры, состава. Белые, голубые, желтые, оранжевые, красные. В небе мы наблюдаем их как гирлянды ярких разноцветных огней. На самом деле это бурлящие раскаленные шары плазмы гигантского размера. Просто они невероятно далеко от Земли. Давайте конкретнее разберемся с самыми близкими из них. Согласитесь, мы каким-то естественным образом привязаны к вещам, которые находятся рядом. Так и тянет узнать, что происходит прямо по соседству. И это соответствует нашему маршруту в космическом путешествии. Астрономы недавно создали специальный обзор таких светил. Список, отсортированный в порядке увеличения расстояния от Земли, вошли звезды в радиусе 16 световых лет от нас. Включая Солнце, в настоящее время известны 56 подобных звездных систем. В общей сложности они содержат 63 звезды и 13 субзвезд, коричневых карликов. Среди близких к Земле светил есть малыши размером с Юпитер и колоссы намного больше Солнца. Не все они блистают в нашем небе. В список астрономов попали только 3 звезды ярче первой величины – Альфа Центавра, Сириус и Порцион. Такие солнца иногда сияют в 100 раз ярче других звезд. Их мощное излучение люди могут видеть с Земли невооруженным глазом. Мы не успеем за один раз побывать в гостях у всех этих разнообразных по внешнему виду и физическим характеристикам соседей. Сегодня мы отправимся к 10 ближайшим к нам звездам и субзвездам. У обитателей космических окрестностей Земли есть что посмотреть. Ближе всего к Земле, конечно, Солнце. До него, можно сказать, просто рукой подать, но только в космических масштабах. На самом деле звезда озаряет небо в 150 миллионах километров от нашей планеты. Тем не менее, мы относительно хорошо изучили собственное светило, ведь оно все равно намного ближе к Земле, чем другие звезды. Солнце ежеминутно находится в поле зрения огромного количества телескопов. Его исследовало множество космических аппаратов. В настоящее время изучение солнечной короны осуществляет Parker Solar Probe и Solar Orbiter. Так, например, недавно ученые сделали важный шаг в поисках пускового механизма, выносящего тепло во внешнюю часть Солнца. Вероятно, все дело во взрывных столкновениях хаотических линий магнитного поля на поверхности звезды. При таких стычках магнитные поля вибрируют как щипковые гитарные струны и ускоряют плазму в солнечном ветре. Процесс может превратить магнитные волны в петли обратной связи с Солнцем. Некоторые из подобных волн теряют жар до того, как покинут светило. Их энергия остается в верхних слоях, нагревая корону. Это наблюдение приближает разгадку одной из самых больших тайн Солнца. Почему корона горячее тех слоев звезды, что расположены глубже? Но вот связи нашего светила с другими звездами и даже его азартные игры, о которых мы говорили в начале видео, это новое направление исследований.
Его ведут ученые из американского университета Ешива, и их работа уже дала неожиданный результат. Прежде всего, исследователи выяснили, что Солнце тот еще коллекционер. Он собирает пролетающие мимо планеты-изгои, причем все подряд, которые подходят слишком близко. Звезда способна захватывать гравитацией в зону своего влияния как небольшие каменистые миры, так и газовых гигантов размером с Юпитер. К счастью, светило держит свою коллекцию не в Солнечной системе, а где-то в ее окрестностях. Астрономы уже давно подозревают, что Солнце может притягивать к себе астероиды и кометы, которые пролетают мимо за пределами облака Уорта. Эта область находится в 126 тысяч раз дальше от Солнца, чем Земля. Она представляет собой такую себе оболочку нашей звездной системы, где вращаются триллионы астероидов и комет. Авторы нового исследования считают, что гравитационное влияние Солнца выходит за пределы облака Уорта настолько, что позволяет звезде притягивать к себе и более крупные небесные тела. Результаты их работы показывают, что Солнце может захватить разные космические объекты на расстоянии в 3,81 световых лет. Ранее считалось, что воздействие светила распространяется не далее, чем на 2 световых года. Что значит для Земли это звездное хобби? В принципе, ничего хорошего. Если однажды Солнце решит перетянуть какое-то блуждающее небесное тело к себе поближе, то беды не избежать. Хотя, не обязательно. Все зависит от размера и массы чужой планеты. Опаснее всего ситуация сложится, если к нам пожалует объект размером с Юпитер. Это приведет к резкому изменению орбит местного населения Солнечной системы. Чужак может вытолкнуть некоторые планеты из системы и отправить в вечное блуждание по космосу. Даже избежав подобной участи, Земля с большой долей вероятности изменит орбиту. Тогда хрупкое равновесие уникальных земных условий нарушится, и все живые существа погибнут. Астрономы, правда, надеются, что Солнце будет и дальше держать себя в руках, как делало это миллиарды лет, и не перейдет с коллекционированием чужих планет опасную черту. К тому же избежать катастрофы, по мнению ученых, ему помогает и ближайшая к нам звезда Альфа Центавра. Границы зоны гравитационного захвата Солнца в 3,81 световых лет доходят почти до ее владений. Считается, что наша звездная соседка тоже может привлекать блуждающие по космосу планеты в зону своего влияния. При этом Солнце и Альфа Центавра, как картами по игре в покер, перебрасываются между собой планетами-изгоями. Именно Альфа Центавра станет первой из 10 ближайших к Солнцу звезд, которые мы посетим. Наша ближайшая соседка – удивительное небесное тело. Звездные похищения, загадочные послания на Землю – это все о нем. Сюрпризы начнутся в нашем путешествии с самого начала. Мы увидим, что эта третья по яркости в нашем небе звезда на самом деле представляет собой пару светил – Альфа Центавра А и Б. Компаньонки расположены всего в 40-47 астрономических единицах друг от друга. По космическим меркам это буквально рядом. У обеих звезд есть немало общего с Солнцем. Альфа Центавра А немного массивнее и сияет в небе желтым светом примерно в 1,5 раза сильнее нашего светила. Альфа Центавра Б имеет оранжевый оттенок, она чуть менее массивна, чем Солнце, но в 2 раза ярче. Паре Альфа Центавра от 5 до 6 миллиардов лет, то есть она лишь немного старше нашей звезды. Однако в отличие от Солнца, обе компаньонки как-то не удосужились обзавестись планетами. В 2012 году астрономы объявили об обнаружении планеты, вращающейся вокруг Альфа Центавра А, но после дополнительных исследований в научном мире пришли к мнению, что планеты не существует. Другое дело третий компонент системы – красный карлик Проксима Центавра. Вот тут у него как раз все по-другому. Это прохладная небольшая звезда массой всего 12% солнечной, а радиусом меньше аж в 7 раз. Температура ее поверхности чуть более 2700 градусов Цельсия. Она находится на расстоянии 4,25 световых лет, то есть ближе к нам, чем все другие звезды.
и, похоже, мечтает о еще более тесном соседстве, потихоньку продвигаясь к Солнцу. Через 26 700 лет она окажется от него на расстоянии немногим более 3 световых лет. Тем не менее, самую близкую к нам звезду мы можем увидеть без телескопа. Все дело в ее мизерной светимости, которая составляет 0,17% солнечной. Однако Проксима Центавра нередко показывает свой звездный характер, ярко вспыхивая в небе. Внезапные вспышки яркости ученые связывают с увеличением магнитной активности красного карлика. Подобное случается также на Альфа Центавра Б, но очень редко. И вообще Проксима Центавра держится от компаньона как бы особняком, возможно, опасаясь их из-за событий в далеком прошлом. Ученые выдвинули версию, что две звезды Альфа Центавра много миллионов лет назад похитили Проксиму, захватив ее гравитационным притяжением. И, наверное, сделали это не зря. Проксима Центавра обогатила звездный союз экзопланетами. Одна из них, Проксима Б, свела ученых с ума. Наша ближайшая космическая соседка оказалась похожей на Землю. Масса экзопланеты всего лишь в 1,3 раза больше земной, и она тоже предположительно каменистая. В этом случае, по расчетам НАСА, ее радиус составляет 1,1 земного. Если допустить плотность экзопланеты в 5,51 грамм на квадратный сантиметр, подобно земной. И еще Проксима Б, как и наша планета, попадает в обитаемую зону звезды, то есть на ней потенциально может существовать белковая жизнь. Впрочем, эта удивительная экзопланета лишь часть населения системы Проксима Центавра. В 2019 году астрономы Туринской обсерватории сообщили о потенциальной планете Проксима С. Ее масса предположительно почти в 6 раз больше земной, а радиус пока не определен. В зависимости от величины она может быть отнесена к классу мини-Нептунов или суперземель. По расчетам астрономов, Проксима С облюбовала себе место на самой окраине планетной системы и совершает оборот по орбите более чем за 5 земных лет. Из-за удаленности от звезды экзопланета вряд ли попадает в ее обитаемую зону. Но не исключено, что на Проксима С нас все равно ждет потрясающее зрелище. Экзопланету предположительно украшает ореол огромных колец из пыли и обломков астероидов. Они могут оказаться в 5 раз больше колец Сатурна. Совсем недавно астрономы открыли еще одну потенциальную планету – Проксиму Д. Это настоящий космический лилипут с радиусом в 0,8 земного. Она считается одной из самых маленьких экзопланет, известных человечеству. Масса Проксима Д в 4 раза меньше земной, хотя в 2 раза больше марсианской. Для своего крошечного размера планета тяжелая, и ученые почти уверены, что она каменная. Разобраться в этом, а также узнать все другие тайны наших ближайших звездных соседей, ученые надеются с помощью телескопов нового поколения. Уже передает свои снимки звезды и ее окрестностей знаменитый Джеймс Уэбб. Также планируется запуск орбитального телескопа «Талиман». Он будет специализирован на наблюдениях именно за системой Альфа Центавра и ближайшими к ней звездами. Также телескопы продолжают исследовать еще одну нашу соседку – звезду Барнарда. Это следующее на пути с Земли светило, и мы отправимся к нему в созвездие Змееносца на расстоянии примерно в 6 световых лет. Звезда имеет массу всего 17% и радиус 15-20% от солнечных. На первый взгляд, звезда Барнарда совсем не такая яркая и непредсказуемая, как компания 3 представительниц Альфа Центавра. Огонек этого красного карлика светится в космосе невероятно тускло, и мы не увидим его с Земли невооруженным глазом. Словом, звезда Барнарда кажется довольно маленьким и скучным красным карликом, но когда во время путешествия мы ближе с ним познакомимся, то, скорее всего, изменим мнение. Звезда Барнарда обладает уникальной особенностью. Она настоящий спринтер и самая быстро движущаяся звезда в нашем небе. За это ее часто называют летящей или беглянкой. Это удивительное свойство соседки Земли впервые замечено ее первооткрывателем, американским астрономом Эдвардом Бернардом. Кажется, что космический спринтер движется по пространству со скоростью 500
тысяч километров в час, тогда как остальные застыли на месте. Такое поведение астрономы называют собственным движением светил. Благодаря этому в далеком будущем звезда Бернарда станет одной из ближайших соседок Солнца и, соответственно, Земли. К 11800 году светило продвинется к нашей планете на расстояние 3,8 световых лет. Как и Проксима Центавра, этот красный карлик является вспыхивающей звездой. Ему несколько миллиардов лет, а его радиус составляет 1/5 солнечного. Словом, все остальные характеристики у звезды для своего класса, похоже, вполне предсказуемые. Тем не менее, она смогла еще раз ошеломить не только астрономов, но и писателей-фантастов. Все дело в ее планетах. Это какие-то фантомы, которые то возникают, то исчезают в научных сообщениях. До сих пор вопрос их существования остается предметом дискуссий в астрономическом сообществе. А вот краткая история поиска экзопланет в системе звезды Бернарда. В 1960-х годах голландский астроном Петер ван де Камп утверждал, что нашел доказательства существования у светила двух гигантских миров, похожих на Юпитер. Изображения красного карлика, полученные с помощью повторных телескопических наблюдений, тоже намекали на его покачивание и дрожь. Вполне возможно, что эта гравитация близлежащих планет так влияет на звезду. Но в 1970-х годах предположение ученого было отклонено. Его объяснили как ошибку прибора во время модернизации телескопа Петера ван де Кампа. Повторный обзор его фотографических пластинок показал, что все звезды колебались одинаково. А вскоре после того, как астрономы разобрались с призрачными Юпитерами, у красного карлика внезапно возникла суперземля. Исследование 2018 года представило доказательства ее существования в системе звезды Барнарда. Однако в 2021 году астрономы сообщили, что им не удалось свое наблюдение подтвердить. Писатели-фантасты же определенно не хотят верить выводам ученых. Звезда Барнарда и ее фантомные планеты фигурируют в книгах, фильмах и видеоиграх. Они, в частности, всплывают в знаменитой серии романов и фантастическом фильме «Автостопом по галактике». Чуть дальше, в 6,5 световых лет от нас, расположена субзвездная система Луман-16. Она открыта американским астрономом Кевином Луманом при помощи телескопа Вайс относительно недавно, в 2013 году. Луман-16 представляет собой компанию двух коричневых карликов, которые удалены друг от друга на 3 астрономических единицы. Оба компонента А и Б вращаются по вытянутой орбите вокруг общего центра масс с периодом в 20 лет. Масса Луман-16А равна 30 Юпитерам, а его компаньонка коричневого карлика Б – 50 массам газового гиганта Солнечной системы. Как и положено коричневым карликам, эти субзвезды очень тусклые. Однако Луман-16А время от времени набирает яркость, а потом ее теряет. Это явление может свидетельствовать о периодическом изменении погоды на коричневом карлике. В январе 2014 года была даже опубликована предварительная карта климатических изменений на Луман-16А. У второго же компаньона в системе подобных всплесков яркости не обнаружено. После наблюдения за Луман-16 с помощью очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории ученые выдвинули неожиданное предположение. В системе есть еще один объект субзвездной массы. Скорее всего, речь шла о планете, однако версия не подтвердилась при дальнейших исследованиях. Анализ данных многочисленных наблюдений показывает отсутствие у Луман-16 каких бы то ни было экзопланет или других небесных тел. Но чем поражают невзрачные коричневые карлики, так это своими путешествиями по пространству. Не любят они сидеть на месте, впрочем, как и мы с вами. На данный момент пара удаляется от Солнечной системы. Астрономы высчитали, что около 36 миллионов лет назад
Расстояние от Солнца до Луман-16 составляло лишь 5,5 световых лет. Кроме того, оба компонента медленно приближаются друг к другу. Впрочем, данный процесс не означает, что в далеком будущем они обязательно сольются в одну звезду. Из-за маленькой массы объектов и медленной скорости сближение будет длиться миллиарды лет, а за это время в траектории их движения многое может измениться. Затем на расстоянии 7,27 световых лет от Солнца в созвездии Гидры мы осмотрим субкоричневый карлик WISE 0855-0714. Он также открыт Кевином Луманом в 2014 году с помощью данных с инфракрасного телескопа WISE. Звезда имеет уникальную особенность. Она является самым холодным объектом подобного типа в межзвездном пространстве из всех, что известны на сегодняшний день. Температура у коричневого карлика далеко не звездная, примерно от минус 48 до минус 13 градусов Цельсия. Подобный рекорд уже достижение для такой маленькой насквозь промерзшей звезды. Никто из астрономов больше ничего от нее не ожидал. Но она сумела по-настоящему всех удивить. Астрономы из Калифорнийского университета с помощью телескопа Джемини обнаружили в атмосфере WISE 0855-0714 облака из воды и водяного льда. А затем коричневый карлик вообще свел астрономов с ума. Ученые из Эдинбургского университета рассчитали, что в атмосфере WISE 0855 имеется уникальный слой толщиной в 100 километров. В нем температура сохраняется достаточно теплой, чтобы там могла зародиться какая-либо органическая форма жизни. Так скромный коричневый карлик дал ученым надежду на осуществление самой главной мечты – обнаружение в космосе живых существ. Следующая на нашем пути звезда Вольф-359 тоже непроста, хотя совсем в другом отношении. Это молодое светило возрастом менее миллиарда лет, которое находится в созвездии Льва на расстоянии 7,8 световых лет от Земли. Звезда относится к чрезвычайно слабым красным карликам, и ее нельзя увидеть в нашем небе невооруженным глазом. Она к тому же очень прохладная даже для красных карликов с температурой 2200-2700 градусов Цельсия. Несмотря на это, Вольф-359 любит блеснуть в небе своей юной силой. Звезда может увеличить свою яркость буквально за несколько минут, благодаря сильному магнитному полю. Во время наблюдений с помощью телескопа Хаббл было обнаружено 32 мощных вспышки в течение 2 часов. Изучив явление, астрономы пришли к выводу, что оно случается в среднем примерно раз в 2 часа. Хотя большинство этих событий микроскопические по силе, но все равно происходят очень часто. К тому же примерно 10 раз в год Вольф-359 демонстрирует супервспышку. Тогда яркость звезды возрастает вдвое. Так недавно светило настолько показало свой взрывной характер, что без телескопа было видно с Земли. Астрономы полагают, что причиной подобных вспышек может быть опять-таки повышенная магнитная активность. Она связана либо с быстрым вращением звезды, которая совершает оборот по орбите за 2,7 дня, либо в процессе может быть замешано взаимодействие с возможными экзопланетами. Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что у Вольфа-359 должно быть 2 молодых планеты. Однако, несмотря на тщательные поиски, ни самих планет, ни каких-то дисков из их обломков в окрестностях красного карлика до сих пор не найдено. Лаланд-211-85 тоже красный карлик, но совсем не такой тусклый. Он находится в 8 световых годах от нас и считается одной из самых ярких звезд своего спектрального класса, близких к Земле. Хотя свет этого красного карлика все еще слишком слаб, чтобы люди видели его невооруженным глазом. Лаланд-211-85 можно найти в южной части Большой Медведицы с помощью телескопа. Ученые давно знают эту звезду и неплохо ее изучили. Еще в XVIII веке светило открыл французский астроном Жером Лаланд, чье имя она получила. В звездном каталоге Глиза она обозначена как Gliese-411. Размером Лаланд-211-85 в 2 раза меньше Солнца по диаметру и по массе.
Как и многие красные карлики, светило обладает взрывным характером, то набирая, то сбрасывая яркость. А вот с ее планетной системой до сих пор все покрыто космическим туманом. Астрономы не раз выдвигали утверждение о том, что звезды они есть. В 1950-х годах впервые сообщили о колебаниях в движении Лаланд-211-85, что указывало на наличие другого объекта в системе. Позже это было признано ошибкой. Затем в 1990-х годах ученые подсказали планету массой в 90% Юпитера, но и это не подтвердилось. В 2019 году астрономы сообщили о суперземле, которая совершает вокруг Лаланд-211-85 оборот примерно каждые 13 дней. Вероятно, она слишком горячая, чтобы быть пригодной для жизни. Сейчас ученые хотят подтвердить сведения о существовании этого объекта. А в 2022 году в системе нашли планету, похожую на Нептун, с периодом вращения около 8 лет. Впрочем, данная информация тоже требует дополнительного подтверждения. Астрономы надеются прояснить чехарду с экзопланетами вокруг Лаланд-211-85 с помощью телескопов нового поколения. Сейчас в Чили строятся огромные обсерватории с зеркалами диаметром более 20 метров, чрезвычайно большой телескоп и гигантский Магелланов телескоп. Они смогут напрямую получать изображения таких миров и исследовать их атмосферы. У Сириуса, который будет следующим на нашем пути, с планетами точно еще хуже, но он яркий сам по себе, причем в прямом смысле слова. Это легендарное светило из созвездия Большого Пса выделяет в 25 раз больше излучения, чем Солнце. Но во Вселенной много звезд, которые в 1000 раз по светимости опережают Сириус. Он стал чемпионом по яркости в нашем ночном небе, поскольку находится всего в 8,6 световых годах от Земли. До нее доходит огромное количество света Сириуса, и его лучам не преграждает путь какая-либо плотная туманность, так что наблюдение ничем не затруднено. Когда мы приблизимся к Сириусу, то увидим, что это двойная звезда. Невероятно сияет в этой паре только Сириус А, и именно он виден с Земли невооруженным глазом. Это большая яркая бело-голубая звезда, которая светит в 10 тысяч раз сильнее своего миниатюрного спутника и примерно в 25 раз Солнца. Его компаньон Сириус Б всего лишь тусклый маленький белый карлик, во многом уже мертвое светило на последней стадии эволюции. Он не добавляет сияния паре светил. Даже с более близкого расстояния нам во время космического путешествия будет трудно его рассмотреть. Хотя по-своему мертвая звезда тоже уникальна. Сириус Б обнаружили еще в 1862 году, но тогда оптика была слишком слабой, так что астрономы не смогли оценить массу и другие характеристики белого карлика. Только в 2005 году космический телескоп Хаббл позволил больше узнать о мертвой звезде. Она оказалась одним из самых массивных белых карликов, известных ученым. Его масса составляет 102% от солнечной. Это вдвое больше среднего показателя среди светил данного типа. Однако, такой звездная система была не всегда. Много миллионов лет назад она состояла из двух огромных бело-голубых звезд. И какая же из них тогда, по-вашему, была больше и ярче? Ответ на этот вопрос ученые дали неожиданный. В системе доминировал компонент Б, то есть белый карлик. В то время эта звезда опережала по массе и яркости своего компаньона. Термоядерные процессы протекали в ней очень интенсивно и вызывали сильный звездный ветер, который быстро сдувал с компонента Б материю. Он первым в паре прогорел, превратившись в красного гиганта. Затем звезда сбросила оболочку и предстала в новом облике – белого карлика. Сириус А сумел поживиться материей своего компаньона, а набрав как следует массы, невероятно разгорелся. Однако век голубых звезд недолг. Хотя возраст Сириуса по разным оценкам составляет от 200 до 300 миллионов лет, проживет он еще не более 660 миллионов лет. После этого голубое светило повторит судьбу своего компаньона. Сначала оно превратится в красного гиганта, а затем в холодного тусклого белого карлика. Но пока что Сириус А молодой и яркий,
И планетами он не успел обзавестись, предположительно как раз в силу своего юного возраста. Или из-за того, что система двойная и в ней просто не осталось материала для формирования какого-либо объекта. Впрочем, не исключено, что у пары когда-то были планеты. Но прохождение Сириуса Б через стадию красного гиганта вызвало нарушение орбит этих небесных тел, из-за чего они разрушились. Если же Сириус А когда-то заведет себе новую планету, то жизнь на ней вряд ли успеет проявиться и эволюционировать. Для этого голубые яркие звезды живут недостаточное количество времени. Красные карлики, в отличие от них, способны тускло светить в небе сотни миллиардов и даже, вероятно, триллионы лет. Мы сейчас отправимся еще к одной из таких звезд на расстояние 8,73 световых лет от Земли. Вернее, даже сразу к двум. Там, в созвездии Кита, обосновалась двойная система маленьких красных карликов. Оба светила вращаются себе тихо и спокойно вокруг общего центра масс, совершая полный оборот каждые 26 лет. И вроде бы для нас они не представляют собой ничего особо интересного. На самом деле к паре Лейтон 276-8 стоит присмотреться внимательнее. Эти звезды доказали, что способны на совершенно безумные поступки. В 1952 году ученые зафиксировали там 20-секундную колоссальную вспышку. Система просто утонула в море огня, усилив яркость в 75 раз. Позже ученые досконально изучили это событие и определили, какой из компонентов его вызвал. На который вы бы поставили? На А или Б? Конечно, сделать выбор сложно, ведь обе звезды мало отличаются друг от друга. Масса каждой составляет примерно 12% солнечной. Температура достигает всего 2380 градусов Цельсия, что приводит к очень низкой светимости. Оба компаньона очень тусклые, хотя относятся к вспыхивающим звездам. Но если Лейтон 726-8А лучше сдерживает свой взрывной характер, то второй компаньон более резкий. Словом, выиграют те, кто поставил на Лейтон 726-8Б. Именно этот красный карлик устроил знаменитую вспышку в 1952 году. Он очень быстро вращается и этим подпитывает свое мощное магнитное поле. Там часто возникают пузырьки, которые создают короткие пути внутри магнитных линий и вызывают массовые вспышки. С Земли их невозможно наблюдать напрямую, поскольку эти выбросы энергии появляются довольно хаотично и без предупреждений, а длятся подобные явления не более нескольких часов. Они представляют собой массивные выбросы корональной массы, способные проникать очень далеко, на расстояние до 100 астрономических единиц в межзвездную среду. И когда-то в будущем эта удивительная пара, по прогнозам ученых, поднимет в небе другого рода переполох. Приблизительно через 31 500 лет Лейтон 726-8 пройдет очень близко от звезды Эпсилон Эридана. Минимальное расстояние между светилами составит менее светового года. Во время этого события Лейтон 726-8 может создать сильное возмущение в облаке Оорта. Такая структура, аналогичная одноименному облаку вокруг Солнечной системы, гипотетически окружает и Эпсилон Эридана. Прохождение рядом Лейтон 726-8 создаст хаос в этом облаке и, скорее всего, изменит орбиты некоторых долгопериодических комет. В свою очередь, нестабильность комет может привести к различным катастрофам. Опасный взаимный транзит этих двух звезд на расстоянии светового года друг от друга будет длиться примерно 4600 лет. Ученые продолжают изучать Лейтон 726-8, чтобы точнее спрогнозировать события будущего и вообще больше узнать о звезде. Они выяснили, что данная система красных карликов, возможно, является членом звездного потока Гиад. Это огромная компания рассеянных звезд, которые имеют схожую траекторию. А очень большой телескоп в 2024 году сделал в системе Лейтон 726-8 еще одну ценную находку. Похоже, в поле зрения обсерватории попал супер-Нептун, который примерно в 7 раз больше Земли. Если существование экзопланеты окончательно подтвердится, она должна вращаться с периодом в 156 дней вокруг одной из двух звезд.
Но какое именно, астрономам пока не ясно. И в целом это наблюдение, как и многие другие, требует дополнительных исследований. Пока, например, неизвестен точный возраст Лейтон 726-8. Хотя похоже, что звезда моложе Солнца, чей возраст составляет 4,6 миллиарда лет. Замыкают нашу десятку еще два красных карлика, и, как мы видим, их большинство среди ближайших соседей Солнечной системы. Это неудивительно, ведь по некоторым оценкам красные карлики составляют 85% всех звезд Вселенной, а в Млечном Пути их насчитывается около 160 миллиардов. В это число входят две близкие к Солнечной системе звезды, которые открыл американский астроном Фрэнк Росс. Из них ближе к нам на расстоянии в 9,69 световых лет в созвездии Стрельца находится красный карлик Росс-154. Масса звезды составляет всего 0,17, а радиус 0,24 солнечных. И она очень тусклая. Светило невозможно наблюдать без телескопа из-за его слабого свечения и значительного расстояния до Земли. Эта маленькая тусклая звезда не захотела оставаться неприметной и нашла, чем отличиться от других красных карликов. Она может похвалиться интенсивным рентгеновским излучением, превосходящим солнечное. Еще Росс-154 обладает четко выраженной переменной яркостью, со средним временем между крупными вспышками около 2 дней. В это время обычно звезда сияет ярким пламенем и начинает казаться очень большой. Астрономы считают, что это подсвечивается огромное количество околозвездной пыли, визуально как бы увеличивая Росс-154. Скорее всего, звезда молодая, возрастом не более миллиарда лет, потому его диск еще не очистился от мусора. А в этом же году ученый открыл еще одного красного карлика на расстоянии 10,3 световых лет от Земли. Речь идет о звезде Росс-248, или Проксима Андромеды из созвездия Андромеды. Ее радиус достигает всего лишь 0,16, а диаметр 0,12 солнечных. Это очень неспокойная звезда, которая часто меняет свою светимость. Спорадические вспышки постоянно чередуются с периодами затмения. Мы знаем, что такое поведение в целом характерно для красных карликов. А так как больше на Росс-248 нам осматривать нечего, то можно возвращаться из космического путешествия домой. И тут начнется настоящий трэш. Росс-248 отправится вместе с нами к Земле. Светило, как уверяют ученые, быстро движется к Солнечной системе. В течение 32 тысяч лет оно станет самой близкой к Земле звездой на несколько тысячелетий. А приблизительно через 42 тысячи лет это место вновь перейдет к Проксима Центавра. Но что самое удивительное, Росс-154, на которой мы побывали перед этим, тоже не сильно отстает от Росс-248. Эта звезда также движется к Солнцу и окажется в 6,39 световых годах от нас примерно через 157 тысяч лет. Да и вообще звезды не являются неподвижными объектами. В течение длительного времени собственное медленное движение изменяет их относительное положение и расстояние до наблюдателя. Благодаря этому некоторые далекие сейчас от нас звезды когда-то станут новыми соседями Земли, а близкие переместятся в глубины Вселенной. Команда исследователей Европейского космического агентства решила наглядно проиллюстрировать подобный процесс. Для этого астрономы обратились к данным космической обсерватории Гайа о скоростях движения и траекториях 74 281 звезды в радиусе 326 световых лет от Солнца. Полученные сведения позволили ученым создать компьютерную симуляцию дальнейшего движения всех объектов вокруг центра Млечного Пути. Она охватывает промежуток времени в 500 миллионов лет, что соответствует 2 галактическим годам. Модель демонстрирует, что большинство наших звездных соседей находятся на близких круговым орбитах, пролегающих в районе плоскости галактического диска. Впрочем, время от времени с ними сближаются объекты из гала Млечного Пути и его центральной части. Также у нас могут быть гости из близких рассеянных звездных скоплений Геады и Волоса Вероники.
Раньше других сильно приблизится к нашему миру оранжевый карлик Gliese-710. Это светило массой примерно вдвое меньше Солнца, которое сейчас находится в 62 световых годах от Земли. По первым оценкам ученых, оно должно пройти менее чем в 1,3 световых лет от Солнца за 1,4 миллиона лет. А после тщательного анализа последних наблюдений за Gliese-710 космическим аппаратом Гайа была выдвинута еще более ошеломляющая гипотеза. Сначала предполагалось, что звезда пройдет очень близко к Солнечной системе, на расстоянии в 16 тысяч астрономических единиц, или 0,25 светового года. Но потом оказалось, что Gliese-710 по космическим меркам окажется буквально вплотную к Солнцу, всего в 4300 астрономических единицах от нашей звезды. Это примерно лишь в 100 раз больше, чем расстояние от Земли до Плутона. Самому быстрому в истории космическому аппарату Voyager 1 потребовалось бы 1200 лет, чтобы преодолеть это расстояние. Но главное, какие последствия будет иметь подобный визит для людей. Ученые практически уверены, что это повлияет на удаленные транснептуновые объекты. Некоторые из них могут перейти на орбиты, проходящие через внутреннюю часть Солнечной системы. Существуют также апокалиптические сценарии, согласно которым визит Gliese-710 обречет нашу планету на ужасающую кометную бомбардировку и гибель. Впрочем, большинство астрофизиков считают это преувеличением. Близкие звездные контакты в космосе не редкость, и у Солнца они тоже были. Например, 70 тысяч лет назад рядом с Солнечной системой прошла звезда Шольца. Но, как видим, никаких катаклизмов не произошло. Хорошо, но вот черные дыры. Давайте в конце путешествия отвлечемся от звезд и посмотрим на эти объекты, которые пользуются в космосе дурной славой. Как вам перспектива хотя бы на время оказаться по соседству с подобным монстром? И такая ситуация в будущем возможна. Это только кажется, что невероятно плотные и тяжелые дыры тихо сидят на своих местах. На самом деле некоторые из них разгуливают по космосу и могут заглянуть к Солнцу на огонек. Правда, согласно одному из последних исследований, самые близкие к Земле черные дыры находятся на безопасном от нас расстоянии в 150 световых лет. Но это пока. Ученые обратили свое внимание на геады, поскольку в этой структуре теоретически могут появляться черные дыры. Как показало моделирование, все указывает на то, что в центре данного скопления в 150 световых лет от Земли есть 2-3 черные дыры. Или же они были там в прошлом. По словам ученых, эти черные дыры теоретически могли покинуть скопление примерно 150 миллионов лет назад, отправившись в свободный полет по галактике. Несколько монстров вполне способны направиться в сторону Земли, и тогда они находятся на относительно недалеком расстоянии от Солнечной системы. Нужно ли нам из-за этого переживать? Ученые не предрекают никакой катастрофы, поскольку самая быстрая из этих дыр может двигаться со скоростью 10 800 км в час. То есть за год она способна преодолеть расстояние примерно в 2,8 миллиона километров. Это значит, что пройдут десятки или сотни тысяч лет, прежде чем какая-то черная дыра приблизится к Солнечной системе. Словом, у Земли есть хорошие космические соседи с мирным характером, а также более взрывные и опасные для нашей планеты. Как и в обычной жизни, мы их не выбираем. Но для собственной безопасности и комфортной жизни нам важно досконально изучить свое небесное окружение, узнать все его тайны, слабые и сильные места. Тогда мы перестанем ждать от своих соседей каких-то подвохов. Звезды будут для нас просто невероятно красивыми шарами плазмы, где кипят термоядерные реакции. И может когда-то мы даже попросим их поделиться своей неиссякаемой энергией или экзотическим веществом. Гипотетически это поможет нам создать топливо для варп-двигателей, а затем свободно путешествовать по Вселенной. Недаром народная мудрость гласит, что хороший сосед может украсить жизнь, если найти с ним общий язык.